при должности была я или не при должности была, как себя чувствовал, одинаково я чувствовала. Я себя чувствовала матерью, женой, матерью, хозяйкой и, конечно, сотрудницей. Мне моя невестка, это брата жена, она по соседству здесь живет, говорила, на твоей двери нужно написать «секретарь для бедных». Херджерун Кардугара. С 1984 года мы здесь живем. В центре был так называемый медгородок, больница была, а во дворе финские домики для врачей. Мы там жили. Потом, когда я работала в райкоме партии, вот этот дом построили для сотрудников райкома партии. Вот это здание. 8 квартир. И все сотрудники, кто не имел своих собственных домов и удобств не было, получили здесь квартиры. Знаете, мой папа, он работал в органах госбезопасности в Ахалкалаке. Потом, когда в Богдановке открыли тоже этот КГБ, отделение такое, его перевели сюда на работу. На работу перевели сюда, и мы всей семьей переехали сюда. Он здесь несколько лет работал в органах госбезопасности, потом в милиции работал он, заместителем начальника милиции, начальником паспортной службы. И оттуда он ушел на пенсию в звании майора милиции. Кстати, он был участником блокады Ленинградской. Он авиамеханик был по специальности. И 900 дней он прожил 150 грамм хлеба в сутки. Вот такой был паёк. У него такая тяжелая, но очень-очень интересная жизнь. И когда Советский Союз рушился, он плакал. Слезы у него шли, и очень тяжело он перенес. Очень. Говорит, мы защищали нашу страну, рисковали жизнью. Так получилось. Проходите. Ну, детство, как у всех детей. Беззаботное, счастливое. Кто вникает в этом возрасте в проблемы семейные? Училась в школе хорошо. Секретарем комсомольской организации была. Потом, совсем не подозревая, все это оказалось, что на дальнейшую мою жизнь скажется. Когда я первый год не поступила в институт, я сдавала в Ереване, я устроилась на работу на заводе в отдел кадров. Сыр-маслозаводе. И там, здесь, на сыр-маслозаводе, этот отдел кадров, там меня в партию приняли. Я даже и не представляла, надо было молодых и так далее в партию принять. Я поступила в партию. И после этого, когда я уже окончила институт и стала работать в школе, посмотрели, что я член партии, там тоже секретарем партийной организации. Активная, в общем, все и так далее. И оттуда потом меня в райком партии забрали. Понимаете, тогда, что мне нравилось тогда? Вот кадры, ступенчатое восхождение было.
снизу вверх. Часто критикуют, что вот в советское время говорили, кадры решают все. Может, не все, но очень многое. Понимаете? Было и хорошее, и плохое. Я, например, когда работала в райкоме, мы гордились, знаете, во всесоюзном социалистическом соревновании мы победителями оказывались, побеждали. И переходящее красное знамя каждый год из Москвы, из ЦК КПСС приезжали вместе с ЦК КП, представителями ЦК Грузии, вручали нам переходящее красное знамя, потому что 25 тысяч тонн молока, маленький район, почти 7 тысяч тонн мяса производил. И качественные наши продукты субальпийских лугов. Понимаете, они очень качественные. Вот готовили европейские сыры, швейцарский сыр наш, он славен. Но было одно плохо, что столько, вот я, например, считала и считаю, что плохо было то, что мы производили столько. Хотя бы 5% от этого нас оставили, разрешали бы реализовать законы в магазинах там и так далее населению. Не было этого. Все сдавали. А люди вынуждены были, кто-то из-под прилавка, кто-то там другими иными путями добивал этого, да? Ну так было. Вот это мне не нравилось. Но то, что у нас был маленький район, но свой рабочий класс. Мехзавод у нас был. Он был филиалом Тбилисского авиационного завода. Засекреченный был завод. Знаете, сколько там людей работало? Мужчин. Фабрики были. Швейная фабрика, которая, она была в связи с городом Иваново. Они сырье оттуда нам присылали, готовую продукцию здесь. Качественную продукцию выпускали. Швейно-трикотажная фабрика у нас была. И в селах даже были, знаете, филиалы этих фабрик у нас в селах были. В селе Эште, в Кондуре, в этом Ганзе были вот эти заводы и фабрики. Рыбное производство у нас было, рыбхоз был. В селе Тамбовка на берегу озера Паравани. Сейчас Хульгуму называется это село. В той стороне село Новый Хульгумо, Аспара. Кстати, Аспара опустел полностью. Вообще нет этого села. Только там дома остались пустые и все. Мы разрешали ловить, улов был, но ограниченный. Там, где можно, в какое время можно. А потом стали ловить. И эта рыба уже не размножается. Вот такая, малюсенькие, потому что бесхозные они, понимаете? Люди работали, свой рабочий класс был. И когда мы отчеты писали, у нас миграция неполных 7% было. Неполных 7% выезжали на заработки. А сейчас вот эта улица Спандаряна, вот по которой вы ехали, полупустая. Люди выезжают. Это очень грустно. Правда, сейчас земли обрабатываются. Фермы создали такие шустрые, хорошие, трудолюбивые. Есть парни, люди, которые как-то смогли найти себя в новых условиях и зарабатывать, и создавать.
Но их мало, во-первых, очень. А потом, допустим, фермер имеет, ну, человек 10-15 там у него работает, да? Все равно основная часть населения без работы. И потому вынуждены покидают. А хорошо знаете, что сейчас? Все есть в магазинах. И не разберешь, ты в Тбилиси находишься, в Нинуцминде находишься или где. Одинаковые товары, тогда прилавки пустые. Когда мы были в Польше, в 80, не помню, в 83-84 году, я говорила Мартину, я говорю, посмотри у них как хорошо. С государственным сектором параллельно есть и частный сектор. Вот я тогда еще думала, что можно было бы, чтобы у нас тоже так было. Если бы рядом вот было бы и это, наверное, жизнь была бы лучше. Наверное, бы и Советский Союз не разрушился. Но то, что тогда войны не было, отчуждения не было. Вот сейчас даже соседи как-то очень мало друг к другу заходят. Тогда как-то тепла больше было, душевного тепла. Мне этого сейчас не хватает очень. Мы привыкли так. Чувство разумной достаточности было. Понимаете? У нас была одна машина «Жигули», и мы себя хорошо чувствовали. Понимаете? Вышла замуж. Муж врач. Он хорошо зарабатывал. Он очень был уважаемым человеком. Тогда врачей было очень мало. Очень мало было врачей. Сейчас их много стало. Хорошо жили. Но я вам пример приведу. Если я как секретарь райкома и жена врача могла себе позволить дубленку, рабочий или просто, допустим, человек, который не мог похвастаться достатком, да, материальным, пальто имел, плащ имел, я тоже плащ имела, понимаете? А каково сейчас? Одни имеют по 10 машин и еще покупают. И еще им надо. Дом есть там, в разных городах и так далее. И еще хотят. Хорошо, мебель купили, так радовались. Все приходили, смотрели, это поздравляли, мы тоже себя хорошо чувствовали. У всех была мебель, может быть, не югославская, может быть, чуть скромнее, скажем, по тем временам, да, но имели. Собственные дома строили. Моя заловка, сестра Мартына, работала дояркой. Я секретарем райкома. У нее зарплата была выше, чем у меня. Доярка. В колхозе Родионовка. Правда, у нее труд физический тоже несравнимо тяжелее был, да? Но хочу сказать, что вот не могу сказать, что там вообще тогда бедных не было. Были бедные, везде они есть, но их было очень мало. Потому что работа была. Необразованный улицы подметает. Необразованный там, я не знаю, посудомойщицей работает или что. Зарплаты у рабочих с швейной фабрики, швейно-трикотажной фабрики 350-400. Это на уровне работника райкома партии, там должностных лиц. Тбилиси был далеко, потом, откровенно говоря, дороги тоже
не такие были, как сейчас. Я не говорю, что в советское время все было окей, все было это. Нет, мы сами, когда собирались, вот сотрудники, мы сидели между собой, критиковали. Что это такое? Где справедливость? Столько продукции это выпускает район, столько продукции. До последнего отправляют и были и воровали те, кто были у кормушки поближе, да? Оставили бы, народу бы оставили для реализации в магазинах. 2 рубля стоил килограмм мяса. Пусть бы люди покупали. Руководство Грузии очень плохо, как-то поверхностно смотрели на вопрос, допустим, обучения местному населению грузинскому языку. Почему в Тбилиси не ездили? Потому что преграда была, языковой барьер был. Люди не знают, а какие были программы учебные? 2 раза в неделю грузинский язык. 2 раза в неделю. И то не специалисты, не было специалистов. Буквам обучали нас и так далее. То, что сейчас власти правильную политику ведут. Хотите интеграции? Начните с языка. Если человек не знает язык, как он может приобщиться к культуре этого народа? Как он может себя чувствовать родственным, близким? А мы же родственные народы. Посмотрите, вот сейчас что хорошо. Выпускник Ниноцминской школы, кстати, как и Ахалкалакской школы, 1 год на нулевой курс поступал в Тбилисский. Там какой бы он хотел, обучался языку, а потом без экзамена, посмотрите как, и такой отток пошел. Вот здесь напротив у меня живет учительница армянского языка, она дома репетиторством занимается. Одно время у нее почти исчезли ученики, потому что все в Тбилиси ехали. Армянский язык и литературу к ней не приходили уже. Вот посмотрите, мы в советское время имели работу. Потом мы на детей, знаете, сколько этих мы откладывали, этих, как они называются, сбережения. И все исчезло. И это совпало с тем, что дети студенты. Как нам быть? И деньги потеряли, и работу я потеряла. Мартын врач. Это нас спасало. Как-то спасало. 2 студентов в Ереване. Вот мои дети в такой нужде студентами были. Один момент мне даже так трогательно. Младший сын мой приехал на каникулы. Я тоже на кухне что-то готовлю, кормить должна. Он подошел. Мамаджан, парагузес, деньги хочешь? Я говорю, Мирнумджан, это откуда у тебя? Нет, кто тебе деньги? Маджан, возьми вот это, не помню сколько-то денег, когда ты посылала нам, мам, я откладывал, чтобы принести тебе и чтобы тебя обрадовать. Но сейчас, слава богу, он хорошо зарабатывает. К нему из России едут, из Тбилиси едут лечиться. Он хирург-эндокринолог.
Старший сейчас в Москве работает. Он заместителем главного врача работает, терапевт по специальности. И старший и младший окончили Ереванский медицинский институт, они пошли по стопам отца своего. Кстати, у нас уже династия врачей, и их дети тоже, его дети тоже. Девочки обе медицинские поступили и окончили. То, что имя назвали, переименовали, ну, были, я не скажу, что все так прямо, я не знаю, как восприняли, но люди, которые размышлять могут, мыслить могут. Святая Нино была, проходила сюда, Нино, через Погу, через Родионовку, возле Парвана, с пониманием. Я, например, с пониманием отнеслась. Но были люди, конечно же, которые это как-то не очень хорошо. Но то, что Гамсахурдия объявил Грузия для грузин, после этого слова духоборы собрались и уехали. Постепенно, постепенно. Это после того, как он... А нам деваться было некуда. Куда нам уехать? В Армении кому мы там, куда? Россия очень большая. Она приютила, она все условия создала. Хотя, скажу вам, те, кто уехали, эти люди так раскаиваются. Часть из них иногда приезжает, здесь у них родственники похоронены, есть кое-кто родственников здесь живых оставил. Как нам не хватает нашей Богдановки, как не хватает и армян, и грузин, которые были здесь. Мало было тогда, очень мало грузин было. Раз, два и обчелся. А сейчас есть села. Аджарцев переселили сюда из Хулойского района. Были люди, которые плохо восприняли. Но в целом потом, когда в одном селе, в Спасовке, например, и армяне, и грузины жили, я, например, не слышала ни одного случая, чтобы на межнациональной почве какие-то процессы происходили, драки, убийства и так далее. Например, Мартын, что вырос в селе в Родионовке, духоборы и армяне жили. И знаете, как они жили? Как одна семья. И свадьбы у них вместе были, и похороны, даже кладбище одно было. Представляете? Кладбище. Это были сектанты. Духоборы – это секта такая, да? А армяне – это армяно-григорианская церковь апостольская. Разные, не это подходы. Но обычно разные бывают кладбища. Но там одно кладбище было. И свобода, допустим. Мне вот свобода, давайте выйдем, скажем, кричать и так далее. Мы же знаем результаты вот этой свободы, что сделали. Фактически разрушили страну. Если бы страна не разрушилась бы, если бы грузинская ССР, армянская ССР остались бы, все это развивалось бы. И непонятно, может быть, было бы еще лучше, а может быть, нет, никто из нас не знает. Просто всему все должно быть в меру. Если и руководители, и люди как-то начнут взвешенно относиться к этому, я думаю, должно быть хорошо, лишь бы был мир. Вот сейчас очень-очень такая тревожная ситуация. Очень тревожная ситуация. Вопрос, не говоря уже о российско-украинской, это что-то страшное. Что происходит, когда будет этому конец. Вроде бы это нас не касается, но касается. Хотите, не хотите, касается.